Давайте вместе со мной попробуем следовать учениям Будды, пока я буду пытаться не сойти с ума в водовороте современной жизни. В этом видео мы рассмотрим основные правила применения учений Будды в современном мире и то, как они могут помочь вам обрести мир и цель в жизни. В мире, полном отвлекающих факторов и стресса, многие люди пытаются найти баланс и смысл жизни, из-за чего учения Будды могут показаться им неактуальными. Однако правда в том, что эти принципы могут быть как никогда актуальны в нашем современном обществе. Поскольку большинство из нас постоянно привязаны к своим мобильным устройствам, легко потерять перспективу и почувствовать себя подавленным тем количеством информации, которая обрушивается на нас каждый день. Ирония заключается в том, что, несмотря на доступ к большему, чем когда-либо прежде, объему информации, многие из нас чувствуют себя более одинокими, чем когда-либо оторванными от своих близких, от самих себя и от окружающего мира. И именно здесь учения Будды могут помочь нам найти более ясный путь. Вопрос в следующем. Как мы можем применять учения Будды в нашей повседневной жизни, в мире, который так сильно отличается от того, в котором жил Будда? Ответ заключается в том, что, несмотря на культурные и временные различия, фундаментальные принципы буддизма столь же актуальны сегодня, как и 2500 лет назад. Итак, если вы готовы узнать, как учения Будды могут помочь вам обрести больше покоя, цели и баланса в жизни, давайте начнем. Давайте посмотрим, как 4 благородные истины и благородный восьмеричный путь могут применяться в повседневных ситуациях, от работы до личных отношений, и приведем практические примеры. Первая благородная истина говорит нам о страдании, которое является неотъемлемой частью жизни. Вместо того, чтобы пытаться избежать его или отрицать, мы можем взглянуть ему в лицо открыто и честно и найти способы уменьшить его влияние на нашу жизнь. Например, если у нас трудный период на работе, мы можем применить первую благородную истину, признав, что стресс и разочарование – естественная часть этого опыта. Вместо того, чтобы винить свое начальство или коллег, мы можем сделать шаг назад и посмотреть на ситуацию шире. Вторая благородная истина говорит нам о причине страдания, которой является жадность и желание. Вместо того, чтобы идти на поводу у своих желаний и отвращений, мы можем научиться смотреть на них объективно и принимать более взвешенные решения. Например, если у нас возникает соблазн купить то, что нам не нужно, мы можем на мгновение задуматься, почему мы этого хотим и действительно ли это принесет пользу нашей жизни. Третья благородная истина говорит нам о прекращении страдания, которое возможно, когда мы отпускаем свою жадность и желание. А четвертая благородная истина говорит нам о пути к прекращению страдания, которым является благородный восьмеричный путь. Этот путь предлагает нам практическое руководство по развитию большей осознанности и сострадания в нашей жизни, от правильного понимания до правильной концентрации. Я хочу обратить ваше внимание на ключевой момент, когда практика осознанности и сострадания может радикально изменить сложную ситуацию, продемонстрировав реальное влияние следования по пути Будды. Например, представьте, что вы спорите с другом или членом семьи, и ситуация выходит из-под контроля. Вместо того, чтобы позволить эмоциям взять верх, вы можете на мгновение глубоко вздохнуть и объективно взглянуть на свои мысли и чувства. У вас может возникнуть соблазн отреагировать, защищаясь или агрессивно, но вместо этого вы можете ответить состраданием и сочувствием. В этот момент вы можете обнаружить, что ситуация кардинально меняется и что вы можете найти более мирное и конструктивное решение. Давайте подытожим, какие правила мы обсудили и как их реализация может улучшить вашу жизнь, подчеркнув, что путь Будды достижим для каждого в современном обществе. Короче говоря, учения Будды предлагают практическое руководство по развитию большей осознанности и сострадания в нашей жизни, а также по поиску баланса и цели в мире, который может казаться все более хаотичным. Спасибо, что присоединились ко мне в этом путешествии по изучению пути Будды. Если у вас есть какой-либо опыт или вопросы о буддизме, пожалуйста, поделитесь ими в комментариях ниже. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новый контент о личностном росте и духовном развитии.